Представьте, вы стоите посреди степи, но вместо тишины слышите грохот, от которого дрожит земля. 10 тонн живого веса и рог длиной в 1,5 метра. Это не мифы о единорогах. Это реальные хозяева Казахстана, которые исчезли или их заставили исчезнуть. Степь умеет хранить тайны. Сегодня тишина, но когда-то эта земля содрогалась под весом настоящих чудовищ. Элосматерии, которые наши предки приняли за единорогов, огромные мамонты и легендарный туранский тигр. Почему мир, который процветал здесь тысячелетиями, внезапно исчез? Была ли это природная катастрофа или след человеческой руки? В этом выпуске мы восстановим облик древнего Казахстана и узнаем, каких гигантов мы потеряли навсегда. Каспийский или туранский тигр когда-то был одним из самых больших хищников на территории Казахстана. Еще столетия назад его можно было встретить в густых тугайских лесах вдоль рек Или и Сырдарья. Высокие тростники, обилие воды и непролазные заросли создавали здесь идеальный мир для этого скрытого охотника. Внешне он заметно отличался от своего амурского родственника. Чтобы выживать в суровые зимы Центральной Азии, природа наделила его необычно длинной и густой шерстью, которая к зиме дополнялась пышными бакенбардами. Окрас был огненно-рыжим, а коричневые полосы более длинными и частыми. Это был массивный зверь с мощными лапами, мастер засады. Он не тратил силы на долгую погоню, а наносил один молниеносный и точный удар из укрытия. В пищевой цепи тигр занимал абсолютную вершину. Джейраны, сайгаки, куланы и кабаны – никто не был застрахован от встречи с ним. При этом хищник обладал феноменальной выносливостью. За сутки он мог преодолеть до 100 километров, а в поисках новых территорий совершал переходы на 1000 километров. Интересно, что местные жители веками мирились с присутствием тигра. Отношение к нему было уважительным, его редко воспринимали как прямую угрозу. Сам же зверь отличался исключительной осторожностью. Охотники вспоминали, можно было десятилетиями жить в местах обитания тигра, но так ни разу и не увидеть. Трагедия началась в 20 веке. Человек начал агрессивно осваивать поймы рек, вырубая тугаи под сельхозугодья. С исчезновением лесов исчезли и копытные, кормовая база хищника. Вскоре началась и прямая охота. Тигра объявили опасным соседом. К середине 1950-х годов Каспийский тигр навсегда исчез с карты Казахстана, оставив после себя лишь легенды. Сегодня этот подвид считается вымершим, но его история не окончена. В Казахстане запущен амбициозный проект по реинтродукции тигра в дельту реки Или. Сейчас нам активно восстанавливают экосистему и увеличивают поголовье диких кабанов и куланов. Если проект удастся, тигр вернется домой. Но Каспийский тигр – это не просто недавняя история. Это живое эхо прошлого. Его предки застали суровые времена ледникового периода и сумели адаптироваться, дожив почти до наших дней. Но те, с кем они делили эти земли тысячи лет назад,
не были столь удачливы. Давайте перенесемся в мир, в котором не было ни городов, ни дорог. Мир, где по степям Казахстана ходили животные, которые сегодня кажутся фантастикой. Тогда ландшафт выглядел иначе. Вместо привычных нам полей здесь простиралась суровая, ветреная и бескрайняя тундростепь. И в этом холодном царстве жили настоящие гиганты, возглавлял которых самый известный символ той эпохи. Шерстистый мамонт – это не просто символ далекого прошлого, это часть большой истории Казахстана. Там, где сегодня шумят современные проспекты и тянутся бесконечные трассы, десятки тысяч лет назад земля содрогалась под весом этих рыжих гигантов. Мамонт был идеально приспособлен к суровому климату древней тундростепи. Его тело защищал настоящий термос, плотный подшерсток, промежуточный слой и жесткая ось, которая зимой отрастала до 80 сантиметров. Под кожей скрывался мощный слой жира, а массивные изогнутые бивни служили не только оружием, но и снегоуборочными машинами, помогая расчищать сугробы в поисках мерзлой, но питательной травы. Несмотря на свои габариты до 6 тонн веса, мамонт был неутомимым путешественником. Исследования бивней показали поразительный факт. За свою жизнь один мамонт мог преодолеть путь, равный 2 экваторам Земли. Они жили сплоченными стадами, постоянно мигрируя по территории современного Казахстана в поисках новых пастбищ. Кости этих исполинов находят повсюду, от берегов Иртыша до западных степей, что доказывает, они были полноправными хозяевами этой земли. Их мир казался незыблемым, пока не начал меняться климат. Около 10-12 тысяч лет назад ледники окончательно отступили от границ. Температура росла, привычная для мамонтов тундростепь исчезала, сменяясь густыми лесами и современными степями. К природному кризису добавился новый фактор – древний человек. Охота, сокращение кормовой базы и жара стали фатальным сочетанием. Мамонты не смогли адаптироваться к новой реальности и навсегда ушли в историю, оставив нам лишь свои колоссальные останки. Генетически их ближайшим живым родственником сегодня является азиатский слон. Но даже он лишь отдаленно напоминает того могучего зверя, что когда-то царил в наших краях. Но мамонт был не единственным тяжеловесом этой эпохи. Плечом к плечу с ним по заснеженным равнинам Казахстана шел еще более грозный, бронированный и опасный зверь. Рядом с мамонтами по ледниковым степям Казахстана бродил еще один исполин – шерстистый носорог. Если мамонт поражал своим ростом, то носорог брал мощью и приземистостью. Это было тяжелое животное длиной до 4 метров, чей облик внушал страх даже самым крупным хищникам той эпохи. Над плечами великана возвышалась массивная холка, настоящий узел из мощных мышц и жировых отложений. Такая конструкция была жизненно необходима, чтобы удерживать тяжелую голову и управлять главным оружием зверя – огромным передним рогом. В отличие от многих современных копытных, рога у шерстистых носорогов были и у самцов, и у самок. Передний рог этого зверя был уникальным, он не просто рос вверх,
а был сплющен с боков и изогнут вперед, достигая в длину 1,5 метра. Весил такой клинок около 15 килограммов. Изучая ископаемые останки, ученые обнаружили на рогах характерные следы износа. Это подтверждает догадку. Носорог использовал его как лопату, разгребая снег в поисках корма, а также в яростных схватках за территорию или самку. По силе и массе шерстистый носорог не уступал современному белому носорогу, крупнейшему представителю семейства. Вес особо крупных особей достигал 3,5 тонн. Несмотря на кажущуюся неповоротливость, это был крайне опасный противник. На коротких дистанциях он мог резко ускоряться, превращаясь в живой таран. Даже пещерные львы предпочитали обходить взрослого носорога стороной, понимая, что такая охота может стать для них последней. Основой его рациона была жесткая степная трава и низкие кустарники. Губы и зубы животного были идеально приспособлены к перемалыванию грубой растительности казахстанской тундростепи, края с коротким летом и бесконечными ледяными ветрами. На территории современного Казахстана археологи регулярно находят кости этих существ. Эти находки доказывают, что шерстистые носороги были обычными обитателями наших равнин и важнейшей частью древней экосистемы. Но время и меняющийся климат оказались сильнее даже этой живой брони. Вид постепенно угас, оставив нас наедине с его загадочными останками. Однако у шерстистого носорога был родственник, чей облик кажется еще более невероятным. Существо, которое позже назовут сибирским единорогом. Среди всех обитателей ледниковой эпохи был один вид, который выделялся настолько сильно, что его облик породил легенды. Его научное название – эласматерий, но во всем мире он известен как сибирский единорог. Несмотря на сказочное прозвище, это было вполне реальное и грозное животное. Эласматерий – древний представитель семейства носорогов. Но забудьте о привычных нам носорогах. Единорог выглядел иначе. Его тело было более вытянутым, ноги длиннее, а сам силуэт выше и легче. Это был атлет открытых пространств, способный развивать внушительную скорость в погоне за горизонтом. Главная деталь, поражающая воображение – колоссальный рог прямо по центру лба. Судя по массивному костному основанию на черепе, этот бивень мог достигать 2 метров в длину. Мы не знаем точно, какого он был цвета, но по строению скелета ясно – это было мощное, высокое и идеально приспособленное к степной жизни существо. Особую роль в изучении этого зверя сыграл Казахстан. Огромное количество костей эласматерия обнаружено в западных регионах и в Павлодарском Прииртышье. Именно находка в Павлодарской области перевернула представление мировой науки. Долгое время считалось, что эласматерии вымерли сотни тысяч лет назад, задолго до появления мамонтов. Однако датировка казахстанского экземпляра шокировала ученых. Оказалось, что сибирский единорог жил гораздо дольше и застал пик ледникового периода. Он не просто видел мамонтов, он делил с ними пастбища. Причины его исчезновения долго были загадкой. Главным фактором стала узкая специализация.
Эласматерий был настоящим гурманом степей. Он питался исключительно жесткими злаками. Когда около 36-39 тысяч лет назад климат начал меняться и площади открытых степей сократились, его кормовая база просто исчезла. В отличие от более гибкого шерстистого носорога, который мог переключиться на кустарники, Эласматерий не смог изменить свои привычки. Медленное размножение и резкие климатические качели довершили дело. Прямых доказательств того, что его истребили люди, нет, скорее всего. Этот гордый одиночка просто не вписался в новый меняющийся мир. Но в те же времена рядом с ним по степям бродили колоссальные стада других травоядных, которые буквально формировали облик всей экосистемы. Одним из самых массовых и влиятельных животных той эпохи был степной бизон. Представьте себе бесконечные стада, насчитывающие сотни голов, которые превращали степи Казахстана в живое, вечно движущееся море. Степной бизон был прямым предком современных зубров, но изначально превосходил их мощью. Это был настоящий атлет, высота в холке более 2 метров, трехметровое тело и размах рогов, превышающий метр. Его рога были не просто украшением, это была единственная защита от ледяного ветра. Бизоны были главными садовниками ледниковой эпохи. Постоянно перемещаясь в поисках жесткой степной травы и воды, они вытаптывали почву и удобряли ее, буквально создавая ту самую уникальную экосистему, которую мы называем мамонтовой прерией. Без их копыт и бесконечных миграций облик древнего Казахстана был бы совсем иным. Казахстанская земля хранит тысячи свидетельств их былого величия. В западном Казахстане речные наносы буквально переполнены их костями, что говорит о невероятной численности вида. В восточном Казахстане, в знаменитой Бухтарминской пещере, останки бизонов занимают первое место среди всех находок. Это был главный ресурс для древних охотников. Но самая ценная находка ждала ученых в Павлодарском Прииртышье, в районе села Григорьевка. Там обнаружили практически полный скелет самца. Эта редчайшая удача позволила палеонтологам с точностью до сантиметра восстановить облик этого могучего зверя. Ледниковые степи Казахстана были невероятно богаты злаками и осокой, что позволяло огромным стадам бизонов кочевать бок о бок с мамонтами, куланами и сайгаками. Из всей этой легендарной мамонтовой свиты до наших дней в первозданном виде дожил лишь сайгак, уникальный свидетель той эпохи, сохранивший свой облик спустя десятки тысяч лет. Хотя истинный степной бизон исчез около 10 тысячелетий назад, сегодня в Казахстане его история получает продолжение. В 2020 году в национальный парк были завезены американские бизоны, чье поголовье уверенно растет. А в Каркаролинском национальном парке с начала 2000-х годов успешно прижились и размножаются зубры из Беларуси. Современная наука подтверждает, генетические различия между древним гигантом и его нынешними родственниками невелики. А значит, бизоны и зубры снова могут взять на себя роль архитекторов ландшафта, восстанавливая здоровье степных экосистем. Но бизоны были не единственными хозяевами горизонта.
Рядом с ними по бескрайним просторам неслись животные, без которых сегодня невозможно представить историю и культуру Великой Степи. Существа, чья скорость и выносливость оттачивались миллионы лет в суровых условиях ледникового периода. Древние дикие лошади. Если бизоны были мощью степи, то древние лошади были ее пульсом. Задолго до того, как человек стал скотоводом, по землям Казахстана неслись табуны диких коней. Древние формы экусферус заметно отличались от изящных современных скакунов. Это были коренастые, крепкие животные с мощными ногами и плотным телом. Их защищала густая шерсть неброских бурых и серых оттенков, позволявшая буквально растворяться на фоне выгоревшей травы и скал. Главным их оружием была феноменальная бдительность и коллективный разум. При малейшей тени угрозы табун мгновенно превращался в стремительный поток, уходящий за горизонт. Находки костей в Казахстане подтверждают, древние лошади были повсеместны. Интересно, что пастбища они делили со своими близкими родственниками – куланами. Эти выносливые животные до сих пор обитают в казахских степях, являясь живым напоминанием о той эпохе. В палеонтологических слоях их останки часто находят вместе, что доказывает их мирное сосуществование на протяжении тысячелетий. Дикие лошади ледникового периода не исчезли бесследно. Часть популяции вымерла, но другие стали фундаментом для величайшего прорыва в истории человечества. Именно здесь, в бескрайних степях Казахстана, человек впервые накинул аркан на дикого коня. Это событие не просто изменило быт, оно подарило людям скорость, открыло границы и создало уникальную культуру кочевников, чье наследие живет в каждом из нас. Но ледниковая степь не была райским садом. За каждым движением табуна, за каждым отставшим жеребенком из высокой травы наблюдали холодные, расчетливые глаза. За травоядными гигантами всегда следовали те, кто стоял на вершине пищевой цепи, и самым грозным среди них был пещерный лев. В ледниковых степях Казахстана когда-то правил один из самых крупных кошачьих в истории планеты – пещерный лев. Его имя немного обманчиво. Он не был затворником темных пещер. Напротив, этот золотистый великан обожал простор, превращая бескрайние равнины и лесостепи в свои охотничьи угодья. Пещерный лев был на четверть крупнее своего современного африканского кузена. Представьте зверя весом до 350 килограммов и высотой в холке в 1,5 метра. Его лапы были длиннее и мощнее. Интересно, что внешне он отличался от привычного нам короля зверей. Древние наскальные рисунки и редкие находки в вечной мерзлоте подсказывают, у самцов пещерного льва, скорее всего, не было пышной гривы. Это был поджарый, мускулистый гигант с густой светлой шерстью, идеально сливавшийся с пожухлой травой казахстанских прерий. Этот лев стоял на самом пике пищевой цепи. Его добычей становились дикие лошади, куланы и молодые бизоны. Даже детеныши мамонтов не были в безопасности, если рядом оказывался прайд этих расчетливых охотников. Находки костей пещерного льва в Казахстане подтверждают, он был истинным хозяином региона, регулируя численность огромных стад травоядных. Мир пещерного льва начал рушиться вместе с ледниковым периодом, когда климат потеплел, а великие стада гигантов начали редеть.
Хищник, привыкший к изобильному шведскому столу из копытных, оказался в ловушке. С исчезновением мамонтов и бизонов ушел и лев, оставив после себя лишь грозные клыки в палеонтологических слоях. Но лев не был единственным, кто претендовал на добычу в этих краях. В тени скал и в глубине каньонов скрывалась другая сила, хитрая, невероятно выносливая и обладающая самыми мощными челюстями этой эпохи. Соперница, с которой львам приходилось считаться ежедневно – пещерная гиена. В тени великих прайдов пещерного льва в степях Казахстана скрывалась другая грозная сила – пещерная гиена. Это не был трусливый падальщик из мультфильмов. Это был мощный, атлетичный хищник, чьи челюсти считались самыми совершенными кастодробильным аппаратом той эпохи. Пещерная гиена была заметно крупнее своих современных африканских сородичей. Ее зубы и мышцы челюстей обладали невероятной силой. Она могла с легкостью разгрызать бедренные кости бизонов и даже мамонтов, добираясь до питательного костного мозга, который был недоступен другим хищникам. Это делало ее ключевым санитаром экосистемы, очищающим степи от останков павших гигантов. Однако ошибочно считать ее только потребителем падали. Пещерные гиены были великолепными загонными охотниками. Действуя сплоченными группами, они могли загнать и свалить дикую лошадь, оленя или отбившегося от стада детеныша носорога. В Казахстане их логово часто находили в пещерах и расщелинах скал. Именно там скапливались целые кладбища обглоданных костей, по которым сегодня ученые восстанавливают рацион этих хищников. Вместе с пещерными львами гиены формировали высший эшелон власти в плейстоценовом Казахстане. Но их благополучие напрямую зависело от численности крупных стад. Когда мамонтовая фауна начала угасать, а открытые степи зарастать лесами, гиены потеряли свой главный источник пищи. Они исчезли, оставив после себя лишь эхо своего грозного хохота в истории великих оледенений. Но ледниковая степь знала не только грубую силу и клыки. Среди травоядных тех времен были существа, чья красота и стать поражали воображение. По равнинам Казахстана бродили легкие, грациозные, но при этом колоссальные животные с рогами, чей размах напоминал ветви вековых деревьев. Имя этому чуду – мегалоцерос, или большерогий олень. Среди всех обитателей ледниковой эпохи не было зверя более величественного и фотогеничного, чем мегалоцерос, или большерогий олень. Это животное казалось ожившим мифом. Его силуэт с гигантскими рогами, напоминающими раскидистые кроны деревьев, был визитной карточкой древних ландшафтов. Главная особенность мегалоцероса – его феноменальные рога. Их размах достигал 3,7 метра, а вес пары рогов мог доходить до 40 килограммов. Это были широкие, лопатообразные костные выросты с множеством мощных отростков. По сравнению с телом они выглядели почти непропорционально, превращая оленя в настоящего атлета, которому приходилось удерживать этот груз на сильной мускулистой шее. Мегалоцерос был значительно крупнее и массивнее современного благородного оленя. Он предпочитал мозаичные ландшафты, лесостепи, где открытые пастбища чередовались с редкими перелесками. Здесь он питался сочной травой и побегами кустарников. Огромные рога служили ему не только для турнирных боев в период гона, но и как символ абсолютного статуса. Однако эта корона имела свою цену.
Она делала самцов крайне неповоротливыми в густых зарослях и требовала колоссального количества кальция из рациона для ежегодного роста. Останки мегалоцероса находят по всей Евразии, включая регионы, граничащие с Казахстаном, и северные области страны. Это подтверждает, что гигантский олень был неотъемлемой частью великой мамонтовой фауны. Но когда ледники отступили и степи начали зарастать густыми, непролазными лесами, мегалоцерос оказался в тупике. Его великолепные рога стали цепляться за ветви, мешая спасаться от хищников, а изменение состава трав лишило его необходимых минералов. Красота и стать мегалоцероса не спасали его от суровой реальности ледникового периода. Ведь в тени тех же лесов и в глубине скалистых гротов затаился еще один массивный обитатель тех времен. Зверь, обладавший сокрушительной силой и выносливостью, истинный хозяин пещер и горных склонов, пещерный медведь. Завершает наш список великанов прошлого зверь, чей облик стал олицетворением мощи ледниковой эпохи – пещерный медведь. Это был настоящий тяжеловес, на треть превосходивший размерами современного гризли. Его массивное туловище, огромные лапы и характерный высокий крутой лоб делали его фигуру монументальной и легко узнаваемой. Несмотря на грозное название и внушительные клыки, пещерный медведь не был кровожадным хищником. Изотопные исследования костей шокировали ученых. Оказалось, что этот титан был почти стопроцентным вегетарианцем. Его рацион составляли сочные травы, коренья и ягоды. Однако миролюбие не означало слабость. Благодаря колоссальной силе и весу до 800-900 килограммов у взрослого медведя практически не было естественных врагов. Даже пещерные львы предпочитали не беспокоить спящего в гроте гиганта. Имя пещерный этот медведь получил не случайно. В отличие от бурых собратьев, он был фанатично привязан к своим убежищам. Поколения медведей из года в год возвращались в одни и те же пещеры для зимней спячки. Именно эта консервативность стала их ахиллесовой пятой. Когда климат начал меняться, а конкуренция с пещерными гиенами и древними людьми за удобные гроты усилилась, медведи просто не смогли найти себе новые дома. Останки этих медведей находят по всей Евразии, включая горные и предгорные районы, прилегающие к Казахстану. Они были важной частью мамонтовой свиты, заполняя свою нишу в экосистеме ледникового периода. Их исчезновение стало финальным аккордом в истории Великого оледенения. С уходом последнего пещерного медведя мир навсегда потерял одного из самых спокойных и величественных своих стражей. Мы прошли через удивительный мир, где по бескрайним равнинам бродили мамонты и носороги, где в камышовых зарослях скрывался тигр, а небо пронзали кроны рогов гигантских оленей. Это был мир, который существовал здесь, на территории современного Казахстана. Но все это уже прошлое. Сегодня от этого величественного царства остались лишь фрагменты костей, музейных витринах и сложные научные реконструкции.
Но история вымерших животных Казахстана – это не просто далекая летопись. Это зеркало, в которое нам стоит заглянуть. Всего за несколько тысячелетий облик целой страны изменился до неузнаваемости. Исчезли виды, которые казались бы незыблемыми. Сменился климат, появился человек и стал силой, способной менять судьбы целых экосистем. Глядя вокруг сегодня, мы понимаем, этот процесс не остановился. Многие виды все еще находятся на грани. Экосистемы продолжают трансформироваться под нашим давлением. И именно от наших сегодняшних решений зависит, кто из животных останется в живой природе, а кто навсегда перейдет на страницы учебников как ошибка прошлого. Эта история не просто рассказ о том, что было. Это предупреждение. Исчезновение видов – это не событие из далекой древности. Это процесс, который происходит прямо сейчас. Но у нас есть преимущество, которое не было у наших предков – понимание. Мы знаем, насколько хрупки природные связи. Мы видим последствия своих ошибок. И самое главное, мы можем действовать иначе. Возможно, поэтому сегодня в Казахстане возрождаются тугайные леса, создаются заповедники и предпринимаются смелые попытки вернуть тех, кто когда-то здесь жил. Это наш шанс исправить то, что еще можно спасти. Мир прошлого не вернуть в его первозданном виде, но мы можем повлиять на то, каким будет мир завтра. И, возможно, однажды в этих степях снова раздастся рев крупных хищников и топот великих стад. И тогда эта история не закончится, она начнется заново. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить наши экспедиции в прошлое.